Приветствую вас, мои любимые друзья! Скоро новолуние. И здесь, в этом магическом лесу, это лес вашего подсознания, я хочу посмотреть, что вам даст новолуние. К чему вас подведут высшие силы в новолуние. Эта карта для всех знаков будет подходить. И эта карта плетки, метлы. Она говорит о том, что вы очиститесь от того, что было для вас лишнее, ненужное. То есть уйдет негатив. А здесь я хотела бы сделать для вас расклад для всех знаков зодиака. Что вам принесет новолуние? Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно, чтобы ничего не мешало вашему просмотру. Мы просмотрим для всех знаков. Я для начала возьму по одной карте для всех знаков, а потом буду добавлять. Вот эти карты использую, вишневые и лиловые сумерки для вас. И буду добавлять карты по мере надобности. И я хочу сказать, что у вас есть все 12 знаков в вашем гороскопе рождения. Некоторые знаки больше проявлены, некоторые меньше. Советую смотреть все видео, потому что подсказки будут вас касаться все. Какие-то мелкие подсказки, а какие-то и более крупные. Например, крупные по Солнцу, кто вы, по Луне и по восходящему знаку. Это самые крупные подсказки. Так что я делаю в одном видео. Меня просили друзья, чтобы не нужно было искать. Так удобнее. Так просили друзья, так я и делаю. Итак, ну что же, я начинаю. Что принесет новолуние? Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Надеюсь, вам видно. И я буду добавлять, как я уже сказала, в каждый знак больше карт. Я попрошу, чтобы высшие силы вам помогли. Начну я с Овнов. Вот что вам принесет это новолуние, новую профессию даст. Новые возможности в профессии вам будут открыты. Не знаю, ли хорошо видно? Надеюсь, хорошо видно, мои дорогие. Новые возможности в профессии для вас будут открыты. Очень хорошая карта леса. В этом случае она говорит, что вы будете идти своим путем. Вы будете делать так, как вам подходит. Сколько уже можно делать так, как хотят от вас другие люди? Жить нужно так, как вам подходит. Это успехи в профессии, это и поиск новых отношений, счастливый поиск. Вы нравитесь людям, у вас интересные идеи, вы человек творческий, все профессии творческие, во-первых. Да? Нет творческих профессий. Это нужно знать точно. У меня такое чувство, что солнце забивает. Я сейчас попробую что-то с этим сделать. Одну минуточку, пожалуйста. На улице так светло, и в вашем лесу магическом очень светло. Надеюсь, так будет лучше видно. Это карта леса, как я уже сказала, и я буду брать дополнительную карту для Овнов. Карта ключ. Ну вот ключ от всех замков, которые на вас навесили другие люди. Недоброжелатели навесили на вас какие-то замки, хотят, чтобы вы делали так, как им удобно, так, как им комфортно. Поэтому Вселенная дает вам этот ключ от всех замков. Вы теперь будете своей дорогой идти. Новолуние вам откроет дорогу. Вам нужно научиться быть собой. У вас есть ключ именно от вашей жизни. У вас есть ключ именно от вашей жизни. И все, что вам нужно сделать сейчас, это научиться быть собой, никого не слушать, никому не подчиняться, быть человеком свободным. И новолуние даст вам эту свободу. И другие люди будут уважать эту свободу. Я здесь вижу, это лучшая работа, лучшие деньги и вообще интересная творческая жизнь. Может путешествие, может какие-то успешные продажи. Да? Леса же это творческая личность, это бизнес, это дела. У кого-то даже новая профессия. Но ключ, вот этот ключ от сердец других людей вам дает судьба и от счастливой жизни. Эти карты так как талисманы для Овнов. Если у вас Овен, вы по Солнцу, асценденту, восходящему знаку, это асценденту, значит, да,
либо же по Венере, по Луне. Давайте будем дальше смотреть, продолжайте смотреть. Подсказки будут обязательно для вас. То, что уже мы проработали, я буду класть на это иголки. Это иголки лиловые и иголки сосновые. Весь негатив уберут и любовь в дом вернут. По закону подобное притягивает подобное. Видите этот гриб, да? Он притягивает и уводит весь негатив из вашей жизни. Это гомеопатический закон Парацельсуса, не сомневайтесь. Так что видео автоматически чистит от негатива. Ну что ж, смотрим для тельцов. Клевер. Вас ожидает большая удача. Большая удача в жизни вас ожидает, дорогие тельцы. Просто на ровном месте. Не ожидали, и вот, пожалуйста, повезло. Встретили какого-то одноклассника, а он, оказывается, босс компании, да? Шли даже не накрашенные, встретили человека, которому очень понравились. Для любви, для дружбы, для дел. Это удачные продажи, покупки, вернее. И это удачные поездки, перемены. Знаете, наконец судьба повернется к вам лицом, и жизнь начнет вас баловать и радовать. Потому что корабль – это перемены, а клевер – удача. Перемены в сторону удачи. Это именно и касается всех уважаемых моих слушателей, кто телец. И еще раз повторяюсь, в вашем гороскопе есть все знаки. У вас будет большая удача. Здесь вот эта карта клевер, она говорит, что стиль жизни должен быть простой. Простая диета. Вы улучшите свой иммунитет, побольше зелени. Зелень, кстати, в любое время года можно выращивать даже у себя где-то на подоконнике, да, как лук, например. Это было для тельцов. Идем дальше. Для близнецов еще одна лиса. Кстати, это же две колоды, да, вишневые и лиловые сумерки. Здесь все по две карты. И вишневая лиса, это, знаете, когда вы давно уже ждали от судьбы подарков, когда давно на вас, может быть, был какой-то негатив, когда давно вы теряли энергию, когда давно вы уже пробовали что-то делать, и у вас не получалось. Это может касаться в профессии или где-то в личной жизни. Вы давно бились, как рыба об лед, можно сказать, потому что вишневая сумерка – это давняя карта. И теперь, наконец-то, у вас будет первый улов, можно сказать, да? Первая победа, первая прибыль в вашем деле. Что-то очень хорошее для близнецов. Итак, смотрим еще дополнительную карту берем. Букет. Красота какая, да? Вот вы красавица, мужчина, вы красавец, да? И вам нужно знать, что вы очень красивы. Не думайте, что что-то в вас есть такое, что нужно прятать. В общем, расцветайте как цветок. Цветок же не говорит, но вот это не покажу, это можно спрятать, здесь можно подретушировать себя. Он расцветает именно в той красе, в которой Творец создал. И вы должны расцветать. Букет – это благодарные заказчики, выполненные обещания, такая чувственность партнера, страсть. Да? Здесь можно встретить себе очень харизматичного человека для любви. Здесь можно получить новую работу. Букет – это омоложение организма, красота в жизни, свобода в самовыражении. Я бы сказала, самое главное значение этих карт – это свобода в самовыражении. Это для близнецов. И свобода в самовыражении принесет вам результат во всех сферах. Смотрим для уважаемых раков. И вам вышла ваша путеводная звезда. Кстати, кто не знает, по Луне и по Солнцу, и по всем вообще знакам нужно смотреть, где ваша планета-управитель. Но если вы рак, например, по Солнцу, то ваша планета-управитель – это Луна, и она вышла, да? Луна – это женская судьба, это серебряный узкий путь, то есть это путь, по которому вы только можете пройти. Вашу жизнь, кроме вас, никто не может прожить. Это успех в делах, это таланты, которые вы унаследовали, такое астрологическое прочтение, это перемены, вас ожидают перемены. И Луна как нельзя лучше, потому что мы говорим на новолуние, да? Новолуние вот до следующего полнолуния, потому что здесь полнолуние на карте. От новолуния до следующего полнолуния у нас половина месяца лунного, да? И вот за 14 где-то дней примерно сбудется ваша мечта.
Книга — это вы выучитесь, очень быстро пройдете какой-то курс, который вам принесет деньги. Это может ваш планшет, по которому вы найдете любовь для себя или найдете новых заказчиков. Или же книга, которую вы прочтете, перевернет вашу жизнь. Это хроники Акаши, в которых записана счастливая судьба. Это ваше счастье. Вот именно по такому раскладу, уважаемых раков, на вас нет негатива. Потому что любая кармическая отработка закончилась. Вообще нет никакой плохой кармы на вас. Это счастливое сочетание, чтобы найти работу по судьбе и найти себе жизнь новую. Ведь Луна, новая Луна дает новую жизнь по судьбе. Смотрим дальше. И это для львов. Карта метла. Эта карта была на дне колоды в самом начале расклада. Но мне так забивало солнце, что я еле увидела. Поэтому я сейчас вроде лучше сделала, да? Вроде лучше видно. Это для уважаемых львов. И это чистка от негатива. Это очистить ваш дом от лишних вещей, от утвари, которая сломалась. Очистить вашу диету от вредной еды. Или хотя бы уменьшить, да? Очистить вашу жизнь, например, от ложных установок или привычек, таких как алкоголь, или хотя бы уменьшить. Звезды очень хорошо. Вот смотрите, видите, вы теперь очищены от негатива. На новолуние открывается новая звездная дорога. Это вы будете популярны, вы будете востребованы в профессии, вы найдете свою счастливую судьбу, счастливую звезду. Потому что раньше эта звезда была заблокирована чем-то, а вот метла, она очистила ваш звездный путь. И вы находите себе счастье. Потрясающе, да? Это для львов. Эти карты как благословение, как помощники. Вот они будут вас вести до следующего новолуния. Я делаю обычно на каждое новолуние, на каждое полнолуние видео. Эта карта будет касаться дев. Мужчина. Замечательно, да? У дев мужчина, новый мужчина в вашей жизни. Или вы будете мощная, сильная, добиваться своего будете. Все будет так, как вы хотите. Мужчина в доме. Счастливый дом с мужчиной. Может, мужчина купит жилье для вас. Может быть, возьмет вас в путешествие. Или вы его. Или вы встретитесь в путешествии. Может, это на работе встретитесь. А если это перемены в личной жизни? Это счастливые перемены в личной жизни, где вы и ваш избранник будете очень счастливы. Если вы мужчина, вы встретите, конечно, женщину. Нужно, как бы понимать, да? Если вам отношения не важны, это новый дом, новая квартира, это вы assertive, то есть вы делаете важные, смелые поступки. Уважаемые девы, смелые поступки. Вот, пожалуй, для вас такой лейтмотив на это новолуние – это смелые поступки. Дальше идем. Весы. Карта госпожи для уважаемых весов. Ну, это вы счастливая. Вот эти цветы – это ваше благоухание, это ваш прекрасный организм, сильный иммунитет, здоровье. Вот на шляпке цветы – это в голове все в порядке, нет никаких негативных мыслей, нет самосглаза. Потому что негативная мысль – это и есть самосглаз. И у вас стабильность придет. Я знаю, что у вас, скорее всего, не было стабильности, либо зарплата была нестабильная, либо траты нестабильные, нужно было на других тратиться, либо на работе что-то было, какая-то нестабильность. Потому что якорь выходит тем людям, которым нужна стабильность. Но весам очень нужна стабильность. Это, пожалуй, главное, да. Это стабильность в ресурсах, в финансах, в отношениях. Стабильность в отношениях с другими людьми. Вот это лейтмотив новолуния для вас, уважаемые весы. Это новые работы, это какая-то новая профессия, может, обучитесь, может, найдете по интернету какую-то работу хорошую. Это что-то очень хорошее вас ждет в жизни. Вот все, что отложено, это то, что мы уже прочли с вами, да? Такое лесное у меня видео, замечательное, я надеюсь, вам оно подходит. И я еще хочу сказать, что видео обязательно вам поможет, если вы позволите себе помочь. Скорпионы, коса, что-то срочно нужно сделать. Может, у вас была прокрастинация, потому что не знали, как сделать то или другое дело. Не получалось у вас, может быть, вам кто-то мешал. Может быть, был негатив на вас. Коса – это что-то срочно нужно менять.
Может быть, свой распорядок дня, режим. Может, срочно надо менять какие-то отношения с другими людьми. Это новая жизнь, ребенок новый. Срочно что-то новое входит в вашу жизнь. Ваша жизнь очень кардинально поменяется. Очень кардинально. Просто неожиданно может прийти человек в вашу жизнь или какой-то человек уйти из вашей жизни, освободить место для нового. Неожиданно деньги придут, неожиданно какие-то новые идеи придут, как себя продвинуть в профессии, как вообще лучше жить, улучшить свою жизнь. Очень срочно что-то новое войдет, наивное покажется на первый взгляд, но потом вы поймете, что вот именно это вам и нужно было, да? Хороший в этом плане расклад для Скорпиона. Смотрим дальше, мои дорогие. Я надеюсь, не темно, потому что вообще ничего не видно, так солнце бьет сильно. И когда солнце освещает лунный расклад, это особое благословение. Следующая карта для стрельцов. Ну, медведь – это сила, власть, покровительство кого-то. Или же медведь может быть разъяренный враг. Мы посмотрим, что следующая карта дополнит, и таким образом мы с вами скажем точно, что медведь означает. Потому что в картах Ленорман ни одна карта не считается поодиночке. Да? Их лучше считать, ну можно, но лучше читать их, конечно, в сочетании с другими. Но это новый медведь, это, конечно, новая любовь. Для уважаемых стрельцов это встречи. Встречи, например, новый начальник приходит, и он вас повышает, делает вам добавку в зарплате. Например, влиятельный человек появляется в вашей жизни, кто вам помогает. Например, родитель что-то хорошее сделает, окажет вам услугу или денег даст, или сын, или дочь, или ваш любимый человек. Кстати, это встречи. Это может быть закончиться качели в отношениях. Это свидание с мужчиной очень мощным, сильным, благородным, надежным. Это вы входите в свою силу. Медведь в таком сочетании – это даже тотемное животное, которое очищает от негатива. Вы входите в свой, говорят, прайм, самое лучшее время. Это перемены, всадник часто перемены, это новое общение, это новая любовь. Девятка червовая здесь, да? Это символ новой любви. Это для стрельцов. Вот такие расклады, они очень хороши тем, что, во-первых, вы можете все знаки просмотреть, для вас это очень полезно. А во-вторых, очень конструктивно. И карты берутся как вот помощники, проводники, да. Итак, тоже будет проводником для уважаемых козерогов. Это карта крест, не бойтесь ее. Она говорит, что сейчас вы уже прошли какую-то карму. Может быть, некоторым козерогам было тяжело или на работе, или в доме. Вы прошли испытания, может быть, вас кто-то поставили или очень обидел. Крест говорит, что у вас был какой-то тяжелый крест, который вы с достоинством прошли. Да, крест и гора, видите? Может, вы себя нагрузили работой. Это у козерогов сейчас такое бывает. Это очень ответственные люди. Может быть, вы себя нагрузили работой, потому что нужно было помогать родственникам, помогать кому-то, кого вы любили, или же справиться с какими-то финансовыми долгами, заработать на квартиру или что-то такое. Но вот эта тяжесть, которая у вас здесь видна, она уже заканчивается, потому что, видите, гора, она идет в будущее со светлой стороной, как здесь небо, а вот в прошлом, там, где крест, там тяжелое что-то. Я возьму для вас дополнительную карту. Якорь. У нас здесь два якоря, как вы знаете, я сказала, все по две. Это двойная колода. Поэтому я взяла большую колоду, чтобы для всех знаков было больше информации. Но видите, на работе была тяжесть. Может быть, на работе. Может быть, в отношениях. Ой, смотрите, еще какая-то карта была. Еще один крест. Эта карта спряталась была. Смотрите, еще один крест. Видите? Ну, как подобное убивает подобное, да? То есть тяжелый крест вы прошли, потому что два креста – это когда, ну, знаете, плюс на плюс дает минус, да? Когда вот у вас ушли какие-то преграды, ушли препятствия, ушла какая-то тяжелая карма с картой. Гора – это очень тяжелая карма, и сейчас вы приобретаете стабильность. Да, вы очень много работали, но зато у вас будет много денег. Или, например, вы много вложили в строительство своей будущей жизни, зато у вас будет очень стабильная жизнь. Это для козерогов было.
Теперь смотрим следующую карту для уважаемых водолеев. Еще одна карта Луна. Видите, повторяются карты. Я же говорю, что у вас все знаки есть, и все видео выгодно смотреть. Опять же, это женская судьба, это ваши таланты по роду, это перемены, которые вас ожидают. И здесь у нас новолуние. Вот видите, именно для водолеев важно знать, что это новолуние принесет что-то. Посмотрим, что. Деньги. Новолуние принесет деньги и любовь, потому что рыба – это полнота чувств, это поддерживающая окружающая среда. Если вас среда поддерживает, то есть это люди ваши родные, значит, вы точно будете успешны. Здесь вы зарабатываете хорошо, или родные зарабатывают ваши хорошо, у вас есть много денег, у вас есть все, ну, все как вы хотите. Но ведь рыба – это тоже, знаете, питание. Да? Новая луна дает новое питание вашему телу и духу. Это может новый стиль жизни, который приведет вас к более успешной жизни, потому что рыбы – это успешная жизнь. Вот это для водолеев. Прекрасно. Теперь смотрим для уважаемых рыб. Перемены, корабль, перемены. Был уже корабль, правда? Видите, сколько повторяющихся карт, это очень хороший знак. Смотрите, сколько карт осталось. Очень много, да? Но повторяющиеся карты говорят, что да, действительно, нужно смотреть все знаки для вас, потому что все советы важны. И для рыб это или путешествие, или торговля, или успешные покупки, продажи, какая-то романтика, может быть, ну, что-то очень хорошее. Так. Смотрим дальше. Тучи. Окей. Что говорит тучи? Вот какая-то одна поездка откладывается, а зато открываются другие возможности, да? Не волнуйтесь, если что-то откладывается или какой-то проект закрывается. И иногда при новолунии, да, обычно при полнолунии что-то заканчивается, закрывается, но иногда бывает так, что судьба показывает при новолунии, что-то вам нужно закончить, чтобы новое начинать. Например, не все проекты должны получаться. Некоторые проекты, может быть, много сил отняли, как по тучам. Какая-то информация была у вас сложная, отбросьте его. Нужно закончить что-то, чтобы начиналось новое счастливое путешествие в новую вас, в новую жизнь, в новую романтику. Может, вам нужно закончить одни отношения, потом новые начинать. Вот иногда мы, девочки, как бы боимся, да, и ищем партнера, в то же время у нас еще как бы гештальт не закрыт с предыдущим партнером. Это никогда не хорошо не бывает, потому что ну, на двух стульях не усидишь. Может быть, для кого-то из рыб нужно было это слышать, но еще карта тучи говорит, что, видите, тучи у нас со стороны прошлого, вот это будущее, здесь светлая сторона. У Ленорман важно направление карт. Тучи заканчиваются, начинается светлая полоса. И если какие-то одни двери закрылись, то другие откроются, более счастливые для вас. Вот такой расклад, да? Такой расклад, столько всего важного было сказано для всех моих дорогих людей и уважаемых знаков. Надеюсь, что вы для себя почерпнули много полезного. И эта информация пришла через карты Ленорман, интуитивно. Я вас очень люблю, обожаю, знаю, что вы будете счастливы. Подписывайтесь на канал, здесь все для вас. Ставьте лайки или дизлайки, оцените мою работу. Это хорошо выражать эмоции. И я желаю вам самого счастливого полнолуния, новолуния, всех фаз Луны. Но это новолуние было. Но ведь за новолунием через 14 дней у нас уже и полнолуние, да? Будем видеться, карты будут вас поддерживать. Это как иконы, духовные наставники и проводники. И я точно знаю, что у вас все будет очень хорошо. Я вас очень люблю и надеюсь, что и вам со мной не скучно. А это значит, что мы скоро с вами и очень обязательно увидимся. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч!